Друзья, всем привет! Перед началом видео маленький дисклеймер. Дело в том, что этого видео здесь быть не должно. На месте этого видео должен был быть ролик, посвященный дню рождения Припяти, 52-й годовщине, посвященный новостям, событиям, которым я хотел вам рассказать, но события, скажем так, повернулись немножко по-другому, поэтому ролик в пятницу, 4 февраля, был с публикацией снят, и сейчас мы находимся в городе Припять для того, чтобы снять ролик немножко на другую тему. Такой себе влог-репортаж по следам не самых приятных событий. На этой неделе, 3-4 февраля, в Припяти прошли совместные тактико-специальные учения подразделений Министерства внутренних дел Украины с участием подразделений Нацгвардии, Нацполиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Думаю, смысл этого мероприятия в нынешних реалиях понятен всем. Однако многие неравнодушные к зоне отчуждения люди высказывали опасения, что уникальный город-призрак может пострадать. Накануне общественность официально заверили, что учения будут происходить максимально корректно и с учетом специфики места их проведения. Присутствие руководящего состава силовых ведомств, послов иностранных государств и представителей стран-партнеров давало основание верить этим обещаниям. Что же мы видим здесь сегодня, спустя сутки после окончания учений? Следы пожара в доме быта «Юбилейный». Помнится, одним из самых грозных правил радиационной безопасности является запрет использования открытого огня на территории зоны отчуждения. Видимо, правила писаны не для всех. Пятна сажи на стенах, выбитые стекла, не ветром, как когда-то, а явно вот только что и пулями. Разбросанные повсюду гильзы и другие остатки реквизита, а также кучи мусора. Почему-то никто не посчитал нужным убрать их по завершению учений, хотя и было обещано, что все будет корректно и тактично. Все это как-то не вяжется с громкими заявлениями о готовности сохранить этот город, сохранить историческое наследие, сохранить память подвига ликвидаторов последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Не вяжется это и с сочувствием припятчанам, которые не по своей воле должны были покинуть, не должны были, а вынуждены были покинуть свои дома 36 лет назад. А ведь о Припяти, как об уникальном городе-памятнике, говорят уже не первый год. Очень грустно также то, что второй день учений, который, если честно, больше напоминал акт вандализма, совпал с днем рождения города. 4 февраля Припяти бы исполнилось 52 года. Я очень бы хотел, чтобы те навыки, которые здесь оттачивали, отрабатывали наши военные, никогда не понадобились в реальности. К сожалению, приходится заметить, что кроме служебного усердия, которое продемонстрировали здесь организаторы и участники учений, хотелось бы с их стороны еще и понимания ценности места, которым пришлось стать этаким тренировочным полигоном. Время и природа без того разрушают Припять год за годом. Остается не так много времени, чтобы неравнодушные посетители успели увидеть сохранившееся. Очень бы хотелось, чтобы этот процесс искусственно не ускорялся. Такая вот печальная история, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Жаль, что оно не вышло таким, каким мне бы хотелось, чтобы оно действительно вышло. Жаль, что мне не получилось рассказать вам о Припяти, о его дне рождения. Но мы имеем то, что имеем. До новых встреч. Пока.